Началось наше вынужденное путешествие 16 января проходящим через наш город поездом Харьков-Одесса до Днепра. Поезд был очень длинный. Наш 8-й вагон оказался почти за платформой. Поначалу в поезде я была бодрячком, но было очень душно и меня быстро укачало. 4 часа дороги еле выдержала. Вообще я себя знаю и поэтому не люблю куда-то ездить. И всячески этого избегаю. Хорошо, что сыну было нормально. Данил нес чемоданы и сумки. Мне было смешно, когда в туалете не смогла открыть кран, чтобы помыть руки. Пришлось просить помощи у проводника. В поезде Лихачево-Днепр не смогла самостоятельно помыть руки. Пришлось спрашивать, как пользоваться краниками. Я его и так. Я его и вот так вот. А надо было вот так вот. Поздним вечером железнодорожный вокзал Днепра выглядел непривлекательно. Темно, как и у нас в Первомайске. Наверное, это на данный момент присуще большей части Украины. В поезде Днепр-Перемышль ехали почти 19 часов. Тоже было очень жарко и душно. На украинской границе поезд стоял около 2 часов. Проверяли документы, спрашивали, что везем. 2 мужчин высадили с поезда. Сразу после пересечения границы у меня подключился роуминг. Телефон стал показывать 2 времени – украинское и польское. В Перемышле из поезда мы вышли в 16 часов по польскому времени. Поезд задержался на 40 минут. В нашем вагоне были люди, которые заранее взяли билеты на самолет и опаздывали, спешили и переживали. Выпускали нас по очереди, открывали по одному вагону. Думаю, для того, чтобы не образовывалась толпа, когда ставили печати в паспорта. Там же наши чемоданы проходили контроль. Наконец-то мы в Польше. Еще долгий и сложный путь впереди, но мы уже устали. После контрольно-пропускных пунктов стояли приветливые волонтеры в желтых жилетках. Они направили нас в информационный пункт для беженцев. Вылезли замученные, но, слава богу, можно дышать. В поезде очень-очень душно, жарко. Волонтеры нам сказали, что можно будет переночевать, так как мы первый раз в Европе, первый раз за время войны. Нам сказали, куда идти. Сейчас мы туда тащимся и посмотрим, что будет дальше. Везде есть волонтеры. Вот нам сказали идти за ними. Идем. Не отстать бы и не потеряться. Девочка-волонтер нам сказала ждать водителя, который отвезет нас и еще одну семью в лагерь для беженцев, переночевать. И все-таки есть этот поезд до Ганновера. Там будем уточнять. Так как мы в первый раз, нам пообещали ночлег и на вечер следующего дня бесплатный поезд до Ганновера. Здесь мы познакомились с семьей, которая тоже читала про поезд Перемышль-Ганновер и хотела в него попасть. Польских волонтеров легко понять, многие говорят по-украински. В Германии и во Франции будет сложнее. С вокзала бесплатным микроавтобусом нас вместе с другими украинцами доставили в лагерь для беженцев, чтобы переночевать. В этом лагере во время регистрации на руку одевают браслет, как временно проживающим здесь. Показывая этот браслет, можно выходить и заходить в центр. Помещение лагеря выглядит как торговый центр, где в комнатах, предназначенных для магазинов, стоят раскладушки по 20-30 штук в каждой. Есть комната для мам с маленькими детьми, есть комната для инвалидов и людей преклонного возраста, и комната для всех остальных. Мы были в комнате для всех остальных. Наши спальные места.
2 и 3. Эту ночь мы будем здесь. Я уже покушала картошечку с котлеткой. Тут наши соседи, с которыми мы познакомились сегодня. Наша одноразовая постелька. Но мы выспались в поезде. Я не знаю, что мы ночью будем делать. А также есть столовая, туалет в помещении, душ в отдельно стоящих кабинках на улице. Есть комната с одеждой, которую украинцы могут взять. Также в этом центре можно попросить предметы первой необходимости: шампунь, зубную щетку, пасту, порошки и другое. Еда, напитки бесплатные. Нам предложили пюре с котлетой и салатом из капусты. Дане достался большой кусок мяса. Пока я не почувствовала беспомощности и что мне не к кому обратиться. Я переполнена благодарностью к людям, которые помогают украинцам в трудное время. Завтра у нас целый свободный день. Пойдем с сыном гулять, смотреть город. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.